Здравствуйте, меня зовут Анна. В момент постановки диагноза мне было 28 лет. У меня классическая лимфома. У меня лимфома Ходжкина, нодулярный склероз, 4А стадия. Заболевала я примерно в течение года. А, Были несколько ярко выраженных симптомов. Я сейчас вспоминаю, и у меня слезы на глазах. У меня было 6 курсов, 2 курса. У меня был протокол АВД, и оставшиеся 4 курса у меня был биокоп экскалированный. Лучей у меня не было. 2 раза я ездила, точнее даже 3 раза я ездила на ПЭТ. 2 раза мне показывала 4 балла стабилизация. То есть в какой-то степени это обозначало, что нет ответа. Как объясняет мой лечащий врач, мой онколог, лучи вам якобы не положены, потому что у меня как бы средостение было задето, но не до таких больших размеров, чтобы делать лучевую терапию. Они решили, что обойдутся просто обычной химией. Биокоп экскалированный дался мне очень сложно. Оказывается, вот так бывает в жизни. Я узнаю о своей беременности. Я была, оказывается, беременна на 5-м месяце. И нельзя было сохранять эту беременность, потому что уже было проведено 2 ПЭТа и 3 курса химиотерапии. То есть оставлять это было нельзя. Надо было срочно убирать. По показаниям онколога я, естественно, это убрала. Это тоже мне далось с большим трудом. И физически, и морально. Мои первые звоночки, мои первые ощущения того, что со мной что-то не так, со мной что-то происходит, началось все, конечно, с усталости. Я очень уставала на работе. Такое чувство, что я работала в каком-то цеху беспрерывно 24/7. Я приходила домой. Поначалу я валилась спать без сил. Потом это усугублялось. Я ложилась спать уже в 7 вечера. Приходя с работы, я ничего не ела, не пила. Я даже не умывалась. То есть ложилась спать. Утром просыпаюсь снова на работу, и ощущение: о боже, я не выспалась, у меня опять нету сил, вроде прошла ночь. Но ночи я тоже не спала. Я из одной комнаты металась в другую, я то на диване посплю, то на кровати, все не так, все не то. И плюс еще самым важным симптомом у меня была, как у многих при лимфоме, чесотка. У меня была чесотка настолько ужасная, что я не спала в прямом смысле ночами. Я сидела полночи с включенным телевизором, я чесала свои ноги, руки, тело, в основном это были ноги. Я чесала вилкой, я раздирала до крови. Я чесала щеткой, расческой, то есть для волос. Щетка для волос было мало, мне недостаточно. Я уже перешла на вилку, я уже перешла, даже иногда было где-то и ножиком чесалась кончиком ножа. Я чесалась всем, чем можно было острым, вплоть до металлический крабик для волос, да, вот в пучок, который мы собираем волосы. Я мазалась всеми увлажняющими кремами, я ничего не могла понять, почему я так чешусь, но это же ненормально. У меня ноги все расчесаны, все разодрано, и я понимаю, что что-то со мной не так, но кажется, у меня кожное заболевание, надо ехать к дерматологу. Я еду к дерматологу, записалась, дерматолог меня осмотрела, сказала: у вас чесотка, назначила мне лечение, и сказала: через 10 дней ко мне приедешь. Я мажусь упорно мазью против чесотки. Я мажусь, и мне ничего не помогает. Я думаю, что за пакость, что за насекомые у меня, значит, живут в постели, в одежде, что я так чешусь. Это какое-то кожное заболевание, это какая-то инфекция. Еще на минуточку. Я мазалась керосином. Я была уже на тот момент согласна на все. Я мазалась керосином. Помимо этого крема от чесотки, я вновь приезжаю через 10 дней к врачу, говорю, что улучшения нету. Она назначает мне в уколах лекарства и говорит через 5 дней ей позвонить, сказать: есть улучшение, нет улучшения. Я колю уколы, улучшения, соответственно, нету. И я продолжаю чесаться, я продолжаю драть себя до крови. Звоню врачу,
и говорю, что у меня нет улучшения. Она говорит: срочно приезжай ко мне. Я приезжаю к ней, и она мне говорит: Аня, ничего не коли, ничего не мажь, полностью убираем лечение, которое я тебе назначила, срочно иди сдавай кровь. И я уже едва держась на ногах от бессилия, от того, что я не сплю ночи, от того, что я ужасно устаю, от того, что постоянно эта чесотка, она выматывает. Это тот чес, который невозможно почесать и насладиться, и как бы и все, да, на этом. В общем, я сдаю кровь, у меня повышенные лейкоциты 15, у меня соя 20, у меня пониженный гемоглобин. Приезжаю с этими анализами к своему дерматологу. И, в общем, говорю, у меня увеличился почему-то на шее лимфоузел. Она его посмотрела, было уплотнение, шарик плотный шарик, не катающийся на шее. Он, в общем, был, так сказать, не в свободном плавании, этот шарик. Что самое еще интересное, все это быстро усугублялось. У меня на ногах стали появляться ужаснейшие синяки. К сожалению, фото нет. Так получилось, что, знаете, все, что я фотографировала, когда я заболевала, каким-то чудо-странным образом почему-то мой телефон все это удалил. Вот бывает, видимо, наверное, чтобы я это не вспоминала и не пересматривала. У меня появляются ужасные синяки, как будто меня били палками. И каждое утро я просыпаюсь, я вижу, что новые расчесы, я вижу новые синяки, я слабею с каждым днем. И вот такая кровь. И мне дерматолог говорит: Аня, срочно в онкологию, срочно брать пункцию в области, где у вас увеличен лимфоузел. Это была шея, надключичный лимфоузел. И я уже никакая. Знаете, я вот сейчас вспоминаю, это как какой-то сон, потому что это было очень тяжело, это не было сил. В общем, я выполняла тупо команды, которые мне говорили родители, за что им огромнейшее спасибо. Только благодаря моим родителям, маме, папе, они меня вытащили. И я сдаю пункцию, меня берут лимфоузел под местной анестезией. Все это, знаете, как в каком-то во сне, в ужасном во сне. И наступают новогодние праздники, каникулы, соответственно, никто не работает, ждите, лаборатория будет только после 10 января, в общем, мы прождали до 20 января благополучно полмесяца, я уже никакая, я лежу на диване, со мной живет мама, и я говорю: мама, я угасаю. И я говорю, меня силы просто покидают. Я говорю, я угасаю не то что с каждым днем, я угасаю каждый час. Приходит биопсия, мой результат: лимфома Ходжкина, нодулярный склероз. Ну все, быстрее на химию капаться. 4 февраля. 4 февраля началась моя первая химия. 4 февраля — Всемирный день рака. Прошло 5 месяцев, как мне сказали, это заветное слово, кто каждый хочет услышать, онкобольной. Прошло 5 месяцев, а я, наверное, только сейчас начинаю понимать и осознавать, что неужели можно вернуться к нормальной жизни. Я, наверное, первые месяца 2-3 вообще не осознавала, что это кончилось. Я себя строго и так достаточно бойко настроила, что теперь это будет всегда. Теперь это будет до конца моих дней. Эти химии, эти уколы и все прочее. Я была уверена, что это будет до конца моих дней. Я никогда не думала о конце. Я никогда не думала, что это может закончиться. Как-то жизнь разделилась на до и после. И вот сейчас 5 месяцев — это самые счастливые 5 месяцев из всей моей жизни. Я каждый день просыпаюсь, и я каждое утро ловлю себя на мысли, что, слава богу, я вижу солнце. Слава богу, я вижу небо. Я не пытаюсь задаться вопросом, как и все, да, как и все мы онкобольные, за что мне это, почему это я? Нет. И если начнешь копаться в этом вопросе, почему я, за что мне это и прочее, можно себя вогнать в такую депрессуху. А зачем? Зачем депрессовать? Ведь все же хорошо, все же кончилось, все позади. А нам нервничать нельзя. После этого я прохожу курсы химиотерапии. Потом у меня получается так, что у меня стоял пик катетер в руке, вен тоже нету. Ну и я скорее всего, через этот пик катетер я занесла инфекцию, у меня развился сепсис. Ну, в тот момент, когда был сепсис, я думала, что это мои последние дни. И меня, когда увозят в больницу, я
маме говорю, что: "Мама, я же не умру". То есть, как бы это я вполне серьезно задавала такие вопросы, потому что я ощущала. Мне было, во-первых, тяжело после химии. От, биокопа экскалированного я от, видимо, большого передоза, от, сильного такого, сильной химии я падала в обмороки. В глазах все абсолютно белело. Я думала, что гемоглобин низкий, но гемоглобин был 80-82. Да, мне делали 3 раза переливания. Это, в принципе, у всех должно быть. Это как бы норма переливать кровь, если ты на химии. Но что у меня все белело в глазах, такого я не встречала. То есть я беру телефон в руки, и я вижу абсолютно белый экран, хотя телефон выключенный экран. Я уже думала: да фиг с ним, что волос нету, да фиг с ним, что у меня ноги разодраны все, просто как почти как в лохмотья у меня висели, да, от вилки с ножом, расчесы были. Да фиг с ним, с этими расчесами, с тем, что я стану лысой. А только дайте мне глоток свежего воздуха, нормальной жизни, и я восстановлюсь. И я не знаю, почему я плачу сейчас. За период всего лечения, за период такой борьбы, можно сказать, я ни разу не уронила слезу. Ну вот, вот такой вот я стойкий оловянный солдатик. Мы стараемся для вас, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А если у вас есть истории, которыми вы хотели бы поделиться, пожалуйста, пишите. Всем пока!